В окне с информацией или по-другому на панели пикетов каждой записи соответствует отдельная секция, в которой содержится вся информация о текущем наборе данных. В зависимости от формата файла и типа обработки данных в секции будут доступны разные иконки. Например, первая запись состоит из двух файлов MTL и MTH и содержит три варианта обработки Local-E, Local-H и Remote-H. Можно выбрать один, два или все три варианта обработки и отобразить их в основном окне. Если навести курсор на отключенную запись, она подсветится светло-серым цветом в основном окне. Можно также подсветить один из вариантов обработки. Сделать запись активной можно, выбрав ее двойным щелчком или нажав один раз на белый прямоугольник в правой части секции записи. Точно так же запись можно отключить. Для того, чтобы удалить запись, необходимо щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать во всплывающем меню «Удалить». Поменять цвет кривых для записи можно, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав во всплывающем меню необходимый цвет, либо нажав один раз правой кнопкой мыши цветному прямоугольнику справа на соответствующей секции. В меню правой кнопки мыши можно также включить отображение всех записей. Включить отображение только текущей записи. Ниже можно выбрать отображение сразу для всех записей, один или несколько вариантов обработки, или отключить их. В нижней части панели пикетов можно переключить отображение всей записи одним цветом на отображение разным цветом отдельных реализаций внутри каждой записи. Включение и отключение отображения промежуточных реализаций осуществляется кнопкой «Все», «Средняя». Что же такое промежуточные реализации? Рассмотрим одну из записей. В нижнем левом углу программы можно переключить панель с опорных кривых на «Данные». Во вкладке «Данные» можно увидеть, что выбранная запись состоит из нескольких промежуточных реализаций и средней записи, которая посчитана из этих реализаций. Обычно промежуточных реализаций 20, и их именуют XPA с определенным порядковым номером. Каждая реализация соответствует определенному временному интервалу записи, для которого была сделана обработка. Если включено отображение цветов по пикетам, то все реализации будут одного цвета. Если отключено, то желто-зеленые реализации – начало записи, фиолетовые – окончание. Каждую реализацию можно подсветить, если навести на нее курсор мыши.